Да, друзья, в начале новостного блока я всегда объясняю за название стрима. А название стрима звучит как «Обязали удалять сообщения из чата». Ну, на самом деле это я, конечно, утрировал, приукрасил. На нас это пока что не расторпонивается. На нас пока что это не распространяется. А в чем-то мысль, да? Мысль такая, что кара медиа, анальная кара. Кара медиа за комментарии под публикациями. Ну, на самом деле, давно закон живет о том, что медиа теперь ответственные, ну, то есть закон про всю эту ну, я даже не знаю, как это назвать цензурой или ограничением свободы слова, да. Но медиа несут ответственность полную, да, за то, что в них написано и за то, какие там комментарии. И народные депутаты, по их мнению, да, я вам зачитаю комментарий народного депутата, главы комитета по свободе слова Юрчишина. По их мнению, они ситуацию улучшили, да. Ну, в чем логика? В общем, да, я, наверное, опишу просто вкратце. Был закон, который вот может заставить медиа удалить комментарий по решению суда или решению Нацрады. Ну, что не судебное решение, да. Ну, я просто помню эту новость, я когда-то озвучивал и убивала вот эта Нацрада, да. По ее решению они могут заблокировать СМИ, ну, то есть сайт, да, и так далее. И это решение должен будешь оспаривать в суде. Сейчас они ситуацию сделали так, что теперь, не дожидаясь решения суда, если началось провадження, да, если открыли дело, и там написано, ну я вам зачитаю, нужна какая-то аргументация суда. Если открыли дело, то тебе дают 3 дня на удаление комментария под новостью. Вы знаете, вот когда ты пишешь Юрчишин в Телеграме, важно не ошибиться. Есть Ярослав Юрчишин, а есть Юрчишин Илья З. Ярослав Юрчишин пише, що тра-та-та-та-та, законопроект, який вони прийняли, не створює нових зобов'язань для медіа щодо видалення коментарів читачів. Він лише уточнює вже існуючу норму статті закону про медіа. Да? Інститут масової інформації детально пояснює у своєму матеріалі, чому. Законопроект додає, що триденний термін для видалення коментарів, протягом якого медіа звільняється від відповідальності, який зазначений у законі України про медіа, починається не тільки після отримання скарги чи припису від Нацради. Тепер цей термін також може починатися з моменту отримання ухвали суду про відкриття провадження. Ця зміна робить процедуру більш прозорою і зручною для медіа, оскільки тепер медіа зможуть уникнути судової тяганини. Мне просто интересно, понятна их логика больная, да, я всегда говорил, что Юрчишин, да, который возглавил секунду, блядь, съебало. Да, Юрчишин, который возглавил комитет по свободе слова, заменивший там Шуфрича, которого посадили в тюрьму. Ну, обычный день в Украине. Что этот человек, он последовательный враг свободы слова, да. До этого, до назначения на эту должность, он был известен только тем, что как-то, ну как, ел козюли, да, в Верховной Раде. В этом смысле просто нужно мыслить в их логике античеловеческой, да, то есть, по-моему, вполне было бы справедливо разделить все виды ответственности, да, во-первых, ее быть вообще не должно, да, это противоречит свободе слова, но хорошо, разделить все виды ответственности в каком смысле, что вот есть отдельно площадка, есть отдельно мнение журналиста, автора какого-то материала, мнение редакции и отдельно мнение комментатора, да. Ну, то есть логично, что за мысль ответственность, не в смысле юридической, в принципе, да, это, мне кажется, справедливо, что за мысль ответственность несет автор мысли, а не кто-то, блядь, другой. Ну, какая девиантная просто логика, да, может иначе объяснить это, что за мысль чужую должен нести ответственность кто-то другой, да. То есть вы что-то скажете, а за это ответственный я. Но никто не хочет так мыслить, никто. Для них облегчение теперь такое, что тоже это эрозия во многом, да, права, что теперь ты должен признаваться еще даже когда тебя не осудили, да, удалять. Теперь можно просто так продавливать. Не обязательно даже, чтобы суд решил. Ты хочешь, иди защищай. Это все-таки тяжело. А еще и понимаю украинский суд, который недавно Портнова, да, поддержал в плані наклепів на нього, і там громадське телебачення, ще хто-то извинялись перед ним.
То есть мы понимаем, что в Украине лучше вообще, чтобы этого всего не было, потому что суды работают очень плохо. И судебная система очень зависима. Ну, в общем, да. Люди возбудились, потому что только сейчас узнали почему-то, что такой закон существовал, в принципе, да, и что Нацрада может своими решениями там исполнять, что захочет, писать приписы, удалять комментарии и так далее, и что мы живем, то есть, ну, наверное, в логике человека простой, обычной, не укладывается то, что кто-то другой несет, там, третий, блядь, несет ответственность за мысли, идеи и слова второго, там, ну, вы понимаете, да, это звучит нелогично для нормального человека. Ну, в общем, це все Юрчишин пише, пояснює. Да, я просто, да, я хотел сказать, что это эрозия в таком же смысле, как и вещь, которую нужно законодательно запретить, это то, что они ловят людей за лайки, ну тоже, да, вопросы ограничения свободы слова. Ловят и дают выбор. Говорят, что мы тебя посадим в тюрьму сейчас 100%. Еще бы с их судом они бы в тюрьму не посадили. Мы посадим в тюрьму тебя 100%, но есть вот такая возможность. Ты сейчас признаешься в своем преступлении, и мы включаем тебя в обменный фонд, и ты выйдешь на свободу в России, да? Или ты не признаешься, мы тебя садим в тюрьму. Понятно, что это давление на человека, да? Тебе предлагают там свободу, чтобы ты признал свою вину. Ну, это пиздец, да? В этой же и логике и эта хуйня происходит в целом. Да, вы знаете, на самом деле нардепа Юрчишина охуенно любит народ Украины. Я вот зашел, открыл для себя его телеграм-канал и почитал комментарии, он их почему-то не удаляет. Ну, видимо, потому что сторонник свободы слова. Почитайте, как люди пишут. Те вещи, которые пишут о нем, я их не могу прочесть на Твиче, честно сказать. И такая любовь народа Украины к нему мне очень нравится, конечно. Надеюсь, он это все читает и потом целый день об этом думает. Вот. Принимая свои решения. Ну, вот такая новость, она почему-то как-то мне показалась непропорционально сильно повлияла на информационный простор, да, воздействовала на украинцев, все ее так много обсуждают. Но, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, расстраивает немного то, насколько украинцы все еще не осознают, где они находятся и где они очутились в плане свободы слова и правовых ограничений на нее наложенных. Йдемо далі. Дальше я хотел сказать, дополнить мысль прошлого стрима про Марьяну Безуглу. На это обратил внимание, ну, скажем так, натолкнул меня на эти мысли человек в комментариях на YouTube. Он написал, что ха-ха, Марьяна Безугла сама попала в парламент по 40% квоте. Это неправда. Она попала без квот в парламент, квот тогда не было. Но все на самом деле еще хуже. Давайте вернемся просто для того, чтобы освежить в памяти к посту, который Марьяна Безугла написала, да. Чесний принципіальний чоловік Мар'яна Безугла пише, що у світі на тлі всієї геополітичної турбулентності розвиваються деякі тенденції, які мене особисто радують. Про відхилення від норми все більше говорять, як є. Йдеться, зокрема, і про переосмислення квотного буму. Трохи поділюся думками з цього приводу. Траля та поля, квотний бум ключовое. Четвертим пунктом вона пише наразі проти квот як явища. Любих. Я, кстати, не знаю, по-українськи можна казати любих, я думав, треба казати будь-яких. Ну, в общем, квот як явища любих. За умови і можливості проти квот. В общем, вона проти квот як явища. И что я узнаю? Да. Мало кто знает, но следующие выборы в Украине, которые, если там будут когда-то, да, будут теперь проходить с квотами гендерными. 40% квотами. 40% должно быть в списке представителей того или иного пола. Да, чем это регулируется? Это регулируется поправками в Выборчий кодекс Украины, которые они проголосовали 19 грудня 2019 року, этот новый созыв парламента. Я решил посмотреть, как голосовали, кто голосовал. И что я там обнаружил? Что Мар'яна Безугла, которая выступает против квот як явища, которая радуется, что наконец-то будет положен край квотному буму, как она пишет. Ну, просто в чем вообще эти квоты выражаются? Ну, вот в этом, да, что в списке партий в местных радах, да, в Верховной Раде, вот в этом они выражаются, да, будет включена квота на женщин.
то, что в Украине создало эти квоты. И вот, я обнаружил, что Марьяна Безугла, естественно, со всей фракцией «Слуга народа», кстати, кто был двигателем таких реформ, да, проголосовала за квоты. И так в Украине появились гендерные квоты, против которых она выступает. Она сама за них голосовала в 2019 году. То есть то немногое, но важное, да, их немного, но они очень влиятельные. Решения в Украине, которые вводят эти квоты, квотный бум, да, за те немногие решения голосовала она непосредственно. Это интересно в любом случае. Нужно сказать, что она сама по квотам не попала. Ну, я не знаю, может там внутренние квоты были как бы добровольные, законом не урегулированные. Но суть в том, что это, мне кажется, еще хуже, что она за квоты проголосовала для будущих выборов, и теперь она обеспечила парламенту Украины квоты на следующих выборах гендерные. Не качество там нардепов, ну это, конечно, смешно все в реалиях Украины. Суть в том, что за квоты, да, ну и вообще ее партия, ее фракция, с которой она шла, в которой она трудилась, это основной был двигатель вот этих всех перемен, да, украинский жіночий рух, гендерна квота в українському парламенті, тра-та-та-та-та-та. Ну, в общем, ось так. Это просто дополнить немного портрет, и немного дополнить ее портрет, и немного дополнить мысли, которые мы озвучивали на прошлом стриме, да, то есть это человек, который рассказывает о советских генералах-мясниках типа Жукова в украинскому командовании військовому, которые занимаются хуйней, но при этом ужесточает ответственность для солдат в армии, естественно, да, чтобы они получше, почетче подчинялись этим приказам этого командования. И точно в такой же логике она выступает против, конечно, гендерных квот, но за них голосует. В Украине немного голосований за гендерные квоты, вот это было, и она его поддержала. И она об этом ничего не пишет. Ну, в общем, вот так. Да, друзья, ну, знаете, следующая история юморная, но тоже интересно ее обсудить. На Закарпатье всегда какая-то хуйня происходит. Закарпатье — это украинский Кавказ, я всегда об этом говорил. Как история развивалась? Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, у нее есть телеграм-канал, я на него подписан, но он у меня лежит в архиве, поэтому я этого не видел, но видел скриншоты, да. Заявила такое, что, ну, забусяренный вор-рецидивист, как оказалось позже, да, взломал кабинет, да, взломщик лохматых сейфов, взломал кабинет военкома, скрывший дверь, проник, значит, незаметно в кабинет и спиздил благополучно оттуда 27 тысяч евро и съебался через окно. Почему евро? Ну, наверное, потому что Закарпатье, там Европа близко, там евро скорее ходят. Спиздил 27 тысяч евро, объявлен план перехват, капкан на Закарпатье, по всем горам ищут. Естественно, вопрос, думаю, у вас возникает, откуда у военкома в его кабинете 27... Это новость я на Униане читал, что откуда у военкома хранится там в кабинете 27 тысяч евро, да? Это много его зарплат на самом деле, не за один год, наверное. Он говорит, что он собирал эти деньги на дроны. Не знаю как, на дроны для ЗСУ. Ну вот, а подлый вор их спиздил. Я не знаю, насколько эта новость правдива, все-таки я посылаюсь на народного депутата Украины. Правда, народный депутат Украины после где-то этого все удалил эту новость, у нее на канале этого ты не найдешь, хотя все на нее посылаются. То есть она там была, вероятно, эта новость. Также представниця Нацполу по Закарпаттю, да, говорит, что, ну, к нам никто не обращался по поводу пропавших денег. Но наверняка эта история была похожа на правду. Ну, то есть точно деньги там были у него. Не может не быть. Если была, то забавная история, согласитесь, довольно юмористическая. Ну, тоже, если говорить о юморе, всегда, блядь, смех неадекватный у меня вызывает эта история, я с нее дурею. Это, конечно, вот это, друзья, интерактив. Спасибо. Люди, ну, блядь, ну, конечно, очень смешно, но грустно. Но смешно пиздец. Да, ну это, кто не понял, это Мосфильм куда шагнул, типа, уже снимают хорроры реально.
Ой, блядь. Ой, блядь. Ну да, в общем, вот так мы живем в целом. Да. Такое б я на Оскар отправлял бы. Да, блин. Тоже, ну, тут уже ближе к договорняку. Бомбим всю Россию дронами, да? Все подряд бомбим вообще. Не успеваю записывать, что бомбим там и Энгельс, и не только. О чем это нам вообще может говорить? Ну, наверное, о том, что вся Россия будет в сперме. Да. Ну и о том, что, наверное, это не очень похоже на договорняк. А если говорить о договорнике, то сегодня отличился глава Министерства иностранных дел Украины Сивоха, да, нам сообщил о том, что запрет на прямые переговоры с Путиным в силе. Ну, думаю, ничего страшного, можно не с Путиным говорить, а с какими-то упал намоченными переговорщиками. По идее, на это запрет не распространяется. А также он сообщил о том, что Украина не пойдет ни на какие уступки в плане вступления в НАТО, да. Тоже логично, а кто нам их может навязать, правда? Вот интересно, как это будет выглядеть. Запад не пойдет и Украина не пойдет. Кто тогда пойдет? Ну, в общем, вот так. А вы думаете, да, будет договорняк или нет? На этом, друзья, новости закончились. Да, буду читать ваш чат. Ну, что вы хотите, друзья? Я целый день сегодня, полдня вчера, целый день ну, читал про Гренландию. Выучил уже, блядь, там, ну, все, что было. Много для себя нового открыл. Поэтому, наверное, немного распыленно получилось. Но интересно в любом случае. Тож видалять мають тільки ті коментарі, які не можеш обосновати в суді. А що ти, блядь, вообще в українському суді з українськими законами можеш обосновати? Ну ти що? З такими розмитими формулировками. В итоге ты будешь удалять то и, скажем так, критические комментарии в отношении тех, кто может просто отстоять свое мнение в суде украинскому. Такие люди, как Портнов, например. Уа! Славута это Таврия автомобили на веки. Ну, Славута, конечно, редчайшее говно, но в целом понятно, что у всех у нас, наверное, с такой машиной какой-то связаны какие-то теплые воспоминания. Чому сама ліберальна партія взагалі говорить про такий закон? Так они говорят, что это наоборот защита. Но в их логике сбоченной, конечно, это защита. Раньше мы ввели закон, который вообще хуёвый был, а сейчас, ну вот, видите, даже можно даже без суда договориться. Ну клас. Крючкотворство в чесному вигляді вас запрягають в ярмо, але усе по закону. Абсурдістан, одним словом, абсурдістан. Логіка дефолт державника, треба все контролювати через ті методи, інструменти, які доступні. Нагнути ЗМІ простіше, ніж шукати коментаторів, бо державники краще знають, що треба для тупого плепса за їх логікою. Да. Що в Росії бюджет на пропаганду більший, чим у нас на зарплату усім Збройним силам, включно ЗМІ, чи самі воєнкомів. А помните, пацаны, это, кстати, похоже по юмористичности, а тот ролик, который я показывал, где вот тут, ну, много на эту тему шутили, даже снимали в квартале ролик, по-моему. Тот военком любвеобильный, который со всеми целовался женщинами там в воєнкоматі. Да, включно з мінічицями воєнкомів, як пропонуєш протидіяти? Так, а ти описуєш то, що вже є, я тому ніяк не протидіють. А хулі йдемо в Європу, там норм практика садити за коменти. Ну там, мені кажется, гораздо больше надежды на суд. На суд. У нас куда более зависимая судебная система, да. Куда проблемнее себя защитить реально. И это я даже, это мы сейчас говорим об эшелонах именно крупная медиа мощная и какой-то крупный мощный политик или политическая партия. А что уж говорить о черни типа нас, да, мы вообще никаких шансов не имеем себя защитить в суде украинском. Понятно, что реформировать суд, это вообще, блядь, 100 лет надо, как минимум точно, да, много времени. И главное, что ну, нельзя раньше вводить жестокие репрессивные законы с размытыми формулировками, а потом ждать реформу суда. Давайте лучше сначала вы там с судом ебитесь, а это пока что не трогайте, пусть оно, как и раньше, будет невидимо для правовой системи України. Хочу квоту на фембоїв, їх у нас 30% від населення, це треба на следующие вибори голосувати. Я понимаю, что это тыск там Европейского Союза, но нахуя тогда рассказывать, что я против там квот, хуёт, если ты за них, блядь, голосуешь?
каким выводом это должно нас подвести? Ну, понятно, что самое точное, да, я сказал, простите, что постоянно спекулируем на этой прикормке, да, но что это агитация для самых туповатых слоев населения, да, которые там не будут разбираться, кто за что голосовал. Простая, лицемерная, уровня того, как Ляшко ел землю. Это просто на тему того, насколько там у нас институт репутации появился, население стало умнее, и вообще новое поколение политиков будет не такое, как старое. Это то же самое, как Ляшко ел землю там или еще какая-то хуйня. Корчат из себя вот это, но на деле реальные их действия — это голосовать за весь этот позорный спину. А той воєнком Закарпаття він румун, угорець чи українець, може він русський. Враховуючи, де це відбувається, то можна і анекдот придумати, та да. Не, ну я не знаю, сколько эта новость правдива. Ну, понятно, что она такая скандальная, ее выгоднее замять. Я еще не выписывал про тотализатор, который там Лачен организовал с квартирой. Ну, потому что все это я, конечно, берегу для ролика, тоже один из роликов. Это про громадянське суспільство в умовах війни. Тоже хотел бы сделать, конечно. Слышал кто-то о таких событиях, как свадьба в Ираке между 30-летним мужиком и 9-летней девочкой, насколько это реально. Но Америка в Ираке победила, видишь. Я не знаю, что еще сказать. Я помню еще, как перед этим в Ираке сгорела свадьба, погибло много людей. Мосфильм, у нас съемка работы ТЦК запрещена, я согласен, гора в ухилянта. Ну да, может, если бы не эта музыка немного дурковатая, это было бы еще смешнее. Но это смешно и грустно одновременно, но нам остается только смеяться тем, кто остался в Украине, что нам плакать. Щось новин небагато. Пан стрімлер пихтить. Та да, блять, відео, це Гренландія, це срана. А и выйдет же хуйня, ну а как? Это же недавно пиздорез Куянуш на панике залетел с теми сообщениями в ТГ, мол, все на карандаше. А может, знал чего? Не, на карандаше я не сомневаюсь. Типа, контору раскормили охуенно. Думаю, там каждый на карандаше. Ну, буквально, как в Советском Союзе. Полный ужас. Скоро Зиги запретят. Запретят, как станут не нужны, конечно. Не, Йоатим правый. В том плане, что по сути, да. Как он говорит, чести и гидности, да. Но дело в том, что когда это доходит до практики, реальности Украины, да, то оказывается, что все-таки, как ты пишешь, депутат, он все-таки более защищен и имеет возможности больше себя защитить, чем продавщица в магазине. Выдавать их за равных в реалиях Украины, это даже не знаю, на кого рассчитано. Мы все здесь живемо в Україні і знаємо, як це виглядає. В реаліях будь-яких держав депутати-продавщиця хуй в рівних умовах в суді будуть. В реалиях будь-якої держави депутаты-продавщиця хуй в равных умовах будут. Не, ну разница есть, мне кажется, определенно. Между нашей страной, похожими странами с похожим контекстом, да, постсоветскими, восточноевропейскими и западноевропейскими странами Евросоюза, странами Северной Америки. Ну реально есть, да. И вопрос там дел политически ангажированных, да, как они проходят в США, и как там суд себя ведет, и как они проходят у нас с требованиями там ПЖ и вообще совсем на свете. Есть землю кушать козюлю или есть пизду? Ну, козюлю. Следующий этап сосать хуй. Ну да, вот это більш, блядь, схоже на правду. Сосать хуй. Так этот закон просто создает стимул для медиа удалять все комментарии, которые похожи на те, что могут привести к судебному иску. Да, ну, наверное, скорее им легче отказаться от комментариев. Ну, я не знаю, там это важно, не важно. Просто мы тут пытаемся с логикой законотворцев разобраться, да, и их видением вообще вот медиа, да, то есть, ну, недоступна им эта справедливость, такое ее понятие, да, и такая логика, что все-таки это все разные вещи. Мнение автора, мнение редакции, платформа и комментаторы. Логично, потому что это все разные вещи. Но я там не знаю, ну, вы дохуя читаете комментариев в медиа. Да, ну давайте курим, короче, еще одну сигарету и вырубаем, друзья. На следующем стриме, простите, посмотрю. Отличный ролик триггера ММА, про что-то там. А, ну да, про слова Портнова, про то, что сейчас времена изменились касательно этого самого, блядь. Ну как, раньше было, типа, одно, феодализм воевала элита. Сейчас демократия, элита не воюет, а отдыхает, воюет быдло. Ну вот плюс-минус такая логика. Ну и так ты доказываешь, что ты демократия. Ну, наушники. Вот мой аудиоинтерфейс. Под Вихарькова нормально. Михаил Круг там в этом формате флаг.
Ладно, останнє запитання. Так що, тепер тот статус ущемлення общества, що б це не значило, не тот уровень свободы слова, тут пояснение в дужках, не тот уровень свободы слова останется таким же или еще жестче, как раньше уже не будет. Ну, они приняли законы, у которых нет временного ограничения. Это если, опять-таки, о формальной стороне вопроса говорить. Простите. Да, если говорить о формальной стороне вопроса. Ну, то есть логично предположить, что то, как сейчас положение вещей есть, да, так оно и останется в плане свободы слова в Украине. Надежды на то, что будущая власть зачем-то откажется от инструментов поддержания своей власти, ну, я не вижу таких оснований. Это было бы странно, это было бы не очень рационально. Ну, всякое может быть, опять-таки. Возможно, ну, я слабо это представляю, но будет приход такой политической силы, у которой это будет политический капитал, да. Но вряд ли запроса в украинском суспільстве реально на это нет и не было никогда, да. Э, Тот самый термин, да, который я часто вам озвучиваю, да, который описывал ту всю прошлую Украину, как плюрализм by default, да, люди не понимали как ценность ту свободу, которая у них была, а и она не была никогда формализирована и защищена. Нелегитимно, да, то есть ни люди это не поддерживали в большей массе своей, не понимали, ни там и юридически особо, да, конституционно. Да, и всегда вспоминаю тот довоенный опрос, условно, 2020 года, большинство людей было согласно обменять часть своей свободы на безопасность. Это тоже важно в плане ценностей. То есть запроса такого нет, и мне кажется, в этом смысле маловероятно, что придет такая политическая сила, у которой это будет, без этого невозможно будет ее поддержка, да, которая будет заниматься там отменой всех этих законов и какой-то, скажем так, более устойчивым институциональным, да, понятием ценностей, свободы слова и так далее. И это и Европе не свойственно, нигде в Европе такого реально нет. Вот. Есть еще и неформальные проблемы, вот они, наверное, пойдут на спад. Это то, что непропорциональное спонсирование силовиков, их рост и их влиятельность сейчас, да, то есть каждый ссытся там полисмена любого, они сейчас возомнили себя пупами земли, да. Это все тоже влияет на нас и политически, и в плане гражданского общества и всего остального. Это, наверное, пойдет на спад, потому что и финансирование снизят, и, наверное, как-то возобновится более нормальная жизнь гражданского общества после войны. То есть, ну, меньше реально станет неформальных практик, там, выкрадень, тыском, там, хоть ТЦК, ну, чем угодно. Понятно, сейчас времена стали более жестокие, более жесткие. Что вообще свойственно, наверное, всем воюющим обществам. Ну и психоз сам войны, да, многое можно легитимизировать войной и оправдывать. Ну, то есть буквально это нам шкодить в плане обороноздатности, и в этом убедить общество, сделать это консенсусом, да, и таким образом легитимизировать те или иные не всегда правовые решения. Не всегда честные, не всегда справедливые, очень часто направленные на защиту власти, да, на поддержку власти действующей политической силы, то есть в ее пользу. Ну, от така відповідь. Да. Так бы вы платили, как вы доебываете за опоздание. Это вам что, работа или что? Что тебе сказать? Да, стал в последнее время жестко опаздывать. Надо, наверное, перенести время стрима реально куда-то на 7 часов вечера. Привіт, стрімлер. Відразу запитаю, тут можна критикувати можновладців? Можна, ми ж не медіа якесь галіме. Правильно. Мы так. Интересно. А если ты журналист, на тебя что распространяется? Если ты оформил журналистскую корочку ради травмата, надо ли тебе теперь удалять комментарии? Хороший вопрос. Наверное, нет. Да, вы просто пишите Путин. Там. Такой-то хуесос Путин. И все. Что вы думаете о предстоящих выборах в Беларуси? Ты знаешь, я слышал такую тему, что Лукашенко отказался от дебатов, которые должны проходить в рамках выборов. Ну, это значительно снижает его шансы на победу, правда? Як думаєш, чому всі грантоїдні борцуни за ліберальні свободу, типу Путінів з партії «Голос», завжди підтримують закони проти свободи слова? Цікаве запитання. Ну, бо ти не розумієш, є різниця.
Это другое. Что я тебе скажу? Это надо их спрашивать. Наши ограничения свободы слова, он даже не ограничение свободы слова. Наши законы, направленные на защиту личности, чести, да, против клеветы, против популизма, и их репрессивные законы, направленные на поддержание диктатуры или, если быть точным, тоталитаризма в России. Сегодня меня человек в чате просветил, что, оказывается, в украинских законах есть определение российскому режиму как тоталитарному. И получается, это оспаривать нельзя, иначе ты подводишь себя под статью оправдания российской вооруженной агрессии. Ну что, согласитесь, полная дегенеративная хуйта, правда? Потому что, ну, я много говорил, что неправильная, неправильный анализ российского режима может привести нас к ложным, неправильным выводам, да? Ну, короче, забейте. При том, что вот так или иначе, несмотря на все гуманитарные сложности, понятие тоталитаризма, да, определение тоталитаризма странные, набор качеств, да, режима, подпадающего под тоталитарный, ну, все-таки гуманитарная там наука, политология как-то определяет. То есть это не просто слово обзывательства, да. Сказали бы сатрапия какая-то, да, деспотия, хотя тоже это, в целом можно сказать, что у этого есть определение. Ну, просто это уровень, да, при том, что это ж разные, типа, гуманитарии пишут эти законы. То есть они как бы должны были на это учиться и знать, що це не просто оскорблення. Давно не було ММАшника, а тут такий конте і 3 крапки. Ну, контент, а який контент? Монобанк не дав повністю твій коментар. Так що напиши в чат, якщо не важко. Мабуть, це дебати з кем-то там у него были, у триггера ММА. На его побаиваюсь смотреть, бо на него скоро повесят статью «Виправдання збройної агресії Російської Федерації». Хаю, а стрим, который был 13-го, откроешь на общий доступ или там запретки? Ну, там темы плотно так проходящие мимо ЛГБТ. Наверное, я открывать не буду. Если ви підпишетесь на Patreon, я можу повний заліт на Patreon. Так у нас були випадки, що людей садили за критику про європейського курсу держави. Камон. Ну, наверное, были, я не знаю. Я там их все на карандаше не держу. Мне достаточно того, что садили за лайки, значит, будут садить за лайки, если захотят. Ну и так далее, короче. Был бы человек, статья найдется. Совершенно верно. Была бы статья, человек найдется. Не просто тоталитарный, а еще и нацистский. Да, еще и нацистский, ну, значит, еще и нацистский. Или назвали бы новым термином «рашистский режим в Российской Федерации». Это еще можно было бы как-то понять. Ну, просто интересно, вот просто мои академичные працы, они этому были там посвящены, да, вот если бы я там, при этом же такие законы, они имеют обратную силу, да, то есть где-то образно лежит моя работа, яка порушує законы Украины. Но, типа, вот если сейчас писать дипломную работу, анализируя там российский режим, ты, получается, нарушишь законы Украины, потому что он определен как тоталитарный. И если ты на эти темы какие-то анализы проводишь, то ты ставишься під сумнів, чим порушуєш закони України. Я вообще не знаю, какое там отношение законів України до академічної діяльності. Наверное, как-то там, но там сьогодні ще один крок до закриття рота чесним людям. На Євгенія Дикого у ДБР завели розслідування за розтрачання на сторону 45 мільйонів доларів, ніхуя сі, за 22-24 года. Чому завжди найкращих? Ну, бо держава репресує найкращих, найбільших патріотів, кому найбільше болить. Але стосовно цього, насправді, хто давно за цим дивиться, то бачив, що вже якісь громадські активісти, вони писали, що є факт, начебто, по всій видимості розтрати нецільової коштів у цієї, блядь, богадельні по Арктике чи по Антарктике. Ну, вы поняли, короче, по хуйне, очевидно, по исчезновению денег. И уже об этом писали, не дивно. И он дурак, зря он так делал. То есть он эпатировал, но лучше бы ему было что говорить такое, что он бы стал всеми любимый військовый, его бы еще в партию позвали. Никто бы даже не задумался про заводить дела на такую икону. Должно быть так. Пыня скотоублюдия, признанная тоталитарной рашистом Атрасией на территории Великой Украинской империи. Должно. І сажать тих, хто так не сказав, да. Навіщо взагалі держава визначає щось про стрій іншої країни? Ну, наверное, щоб розширить, как бы, расширить
площадь, да, действия этого закона. То есть как можно больше людей можно при желании за это наказать. Ну, то есть тебе не нравится депутат, как было с нардепом Шевченко? Хуяк сюда. Ну, и это просто пример, да, в целом. Это не случайность, это умысел, да. Понятно, что там ограниченность есть точности формулювань, да, в таких репрессивных законах, направленных против свободы слова, особенно в интернете. Я всегда об этом говорил, что как ты его не пиши, все равно получится несправедливо. Но тем не менее, да, здесь даже умысла не было там к той справедливости или к тому, чтобы это совпадало там с Конституцией или чем-то таким. Нет, умысел был обратный. Создать как можно более широкий репрессивный инструмент. Что и было сделано, чего, в принципе, и добились. Естественно, наверняка, учитывая опыт и европейский, и соседних блинолопатных скотоблюдей. Я думаю, это просто, чтобы набрать классы, чтобы работяги, та работягам похуй, я думаю. То есть это же не особо публічна какая-то вісь. Ось так ми з цими. Ну ти знаєш, що це слово заборонено на платформі Twitch, а що тепер? Да, ну я думаю, что не. Я думаю, что тут у них серьезный, простой такой прагматичный умысел. Под соусом, да, приятное с полезным совместить, захисту державности. Понятно, что люди с такими идеями государству особо не нужны во время войны. Но дело в том, конечно, что этот закон никак с военным положением не связан, он не ограничен во времени, он будет всегда. Мемчик про майора хороший, но удалил, потому что как-то он выбивается из эстетики нашей эстетической, да. И Юкіо Місіми, которому 100 лет исполнилось. До речі, я дізнався, що Мар'яні Ро, от це ти вспомнив, Мар'яні Ро без углі 36 років, і нема дітей. Чи нема дітей, я от це теж над цим думав. Ми сьогодні ще її вспомнимо. Чим вона відрізняється від решти людей, які не розмножуються, всіх тих, про кого вона писала? Да тем, блядь, что все остальные честные люди, она падла, которая, блядь, вот это без мыла лезет, вешает судьбу нашей державы. Це такий грибок, блядь, который хуй скинешь, как, блядь, не знаю, грибок ноги. Ну ты все. Не надо там искать двойного днища, что она там по-настоящему думает, блядь. И похуй на это все. В ней нихуя людского нет. Ну вот так. Привет, хорошего стрима. Пороха застали с хот-догом на заправке. Вспомнил ту пасту про Укрзалезницу, да, где он еще конфеты взял детям. Хорошая попытка. Петя, жалкая пародия. Все знают, что Юлия Володимировна неповторимый оригинал. Но я бы не был так критичен. Вы должны понимать, что все это, да, о нем, на все эти мысли о нем понятные. Каждый политик такой. У него есть бабки, а это вообще олигарх, да. Ну, богатый очень человек. Да, у всех у них есть бабки, но они корчат из себя что-то попроще с целью популяризации себя, да. Но мы должны понимать, что здесь мы, наверное, становимся жертвой политической борьбы, политической агитации, да, потому что всю эту информацию нам подает призма действующей политической силы, да, все их лидеры общественного мнения, купленные посты в Телеграме о том, что, ну вот посмотрите, да, Петро Порошенко собирает дроны там в куртке за много тысяч гривен, вот посмотрите, траля-ля тополя. Мы-то, конечно, посмотрите, и все политики плохие, но все-таки всегда нужно относиться с особой предвзятостью к действующей политической силе, да, и, ну, что-то прощать оппозиции. Ну, такой подход, я такого подхода всегда придерживаюсь. Все-таки здесь мы на стороне слабого. Хотя, конечно, за лайки в ВК садитимуть, садитимуть. Видал пасту Дмитрука о том, как его СБУ в 22 году отбуцкало. Да, видал. Даже не знаю, что тебе сказать. Интересно, что он потом вернулся в Украину после того, как сняли Баканова. На тот момент главу СБУ. Интересно, что они там такого не поделили. Хай бедняжь там, чтобы... Ну, это, понятно, простая, старая, топорная политтехнология. Там, поем хоть дог на заправке. Ну, такая простата. А сила в простате, как известно, на стороне слабого мене. Да, не, ну в рамках политики ты никто, тебя не существует, да, понятно. На стороне, типа, слабой політичної сили в опозиції. До речі, цікаво наблюдати за... Это не в общем, да, не в общем мире. Конечно, в общем мире это полный кал. Повний кал. До речі, цікаво. За словами Порошенка. Да, привіт. До речі, за словами Порошенка. Що тут би, блядь, що тут був би я президентом, я б газ ще до війни перекрив, і всяке таке. Він реально хоче ставити людей думати, що він не був президентом раніше. Ну, то одні були времена, зараз другі. Как тебе запрет СМИ, это мы еще проговорим, ти де не ваур.
что уничтожает государственный... А, да, как тебе запрет СМИ на информацию, что унижает государственный язык. Ты знаешь, это ты, да, в Телеграме цитаты из закона приводил. Там не просто унижает, а там унижает, ну як, по-українськи принижує або зневажає. Ну, то есть, что, блядь, за этим может скрываться? Да все, что угодно. Ты говоришь, мне не нравится український язик. Це уже, мабуть, зневага до української мови. То есть, зневажає, это що, блядь, за формулировка? Типа, що это значит? Зневажає. Ну, принижує, еще как-то, может, можно понять, бо в законах, да, в этом юридическом языке принижує там много где встречается, да. Но зневажая, это что, блядь, скрывается под этим? Опять-таки, почему другие языки, существующие в Украине, не защищаются так? Ну да, ну это должно нас удивлять. Нет, я же людям объясняю, что это закон специально так сделан, да. По сути, к 4 государственным символам, которые находятся под законодательной защитой, добавляют еще язык. Почему? Ну потому что, не, ну я бы мог еще понять, да, защиту этого, хотя лишнее, конечно, лишнее. Но просто вопрос формулировок, да. Принижує та зневажає. Зневажать це що вообще значить? Став плюс в чат, якщо підняв демографію з безуглою. Ну, я ее боюсь. Я не знаю, как вы не боитесь. Я думаю, что тут как раз случай, что не ты ее, а она тебя. Да безугла это просто реалполитик, а вы дальше завидуете. Ну да, да, это такой, можно сказать, реалполитик, можно и так выразиться. Бисмарк, да, получается. Насчет отказа от русского языка и обиды на него. Люди ведь не просто так переходят на украинский язык и принципиально отказываются говорить на русском. Многие люди все-таки получили психологические травмы, у многих погибли друзья, родственники. Ты думаешь, у нас, блядь, не погибли друзья или родственники, или не пропали без вести в этой войне? Это, понимаешь, просто вопрос восприятия и контекста людей, да? А затем уже вопрос конформизма. То есть, если тебе каждый день рассказывают, что вот это работает так. Погибли родственники, запустила Россия ракету, и из этого следуют выводы нерациональные, что нужно там стыдиться русского языка, на нем не говорить. Если это людям объяснять, то, конечно, картина выстроится так. Я бы не сказал, что они сами к этому пришли, как минимум, потому что государство этому способствует. Если бы оно не способствовало, и картина сама собой такой становилась, я бы согласился. Ну да, вполне объясним. Ну, можно сказать, что объясним, да. Здорово, здорово, братан. Эй, братан, давай посидім, давай подимім, давай поговорим. Продублюю із новин у складі польського національного мовника телевізія польська, TVP починає роботу українська редакція. Студия. Что тебе сказать, давно вроде анонсировали это. Ну, будет и будет, какая разница. Я боюсь всех женщин, это правильно. А що за приколдем з щіпачем гусей? Тепер умовно за Xiaomi заліку за 10к треба платити 20% податку плюс 30 мита? Я не знаю. Ну, лучше там не станет. И нигде в Украине по этой плоскости, да, налогового бремени лучше не станет. Однозначно, да. Я слышал их мысль, там есть, ну, они ее однозначно воплотят. Обложить налогом водителей из вот этих такси-сервисов Bolt, Уклон, Наклон. Ну, то есть, понятно, сейчас есть неплохое такси, будет хуже, станет дороже, менее доступным. Тут нет никакого подарка. В этом смысле, в смысле налогового бремени, будет становиться все хуже, да. Ну, если здесь такое, можно оценку такую дать. Вот я так это вижу, хуже, да. Но если без оценок, то ну, оно будет нарастать. Как кто-то написал где-то, что там кто-то из этих чиновников в Нацбанке, условно, или в финансовом комитете парламентском или экономическом сказал, что мы не будем повышать налоги. Да, они не будут их повышать, но они будут увеличивать их количество, да. Будут увеличивать сферы, где эти налоги есть. Не знаю, посмотрим, может и встретимся. Просто я сейчас занят, я не могу выделить время вообще ни на что, пацаны. Я, блядь, знаю все нахуй об истории Гренландии, вообще абсолютно все, больше, чем сами гренландцы, поверьте. Я уже в такие аналы залез истории Гренландии. И уверен, что все равно выйдет плохо, но видите, я, блядь, даже книги не отгребаю, все ими засыпано. С днем шаурмы. Те, кто отказался от русскоязычного контента, многое потеряли. Например, 40 вариантов переделок говновоза. Я думаю, они их слушают. Все равно тайком, да. Ну, просто вот, я понимаю, это хороший комментарий, ироничный, но это вообще самая, типа, донная плоскость, да, где люди переходят из каких-то вопросов языка, там, доцільності державной политики, еще когда там, как это на будущее повлияет, до, типа, уже обсуждений культуры, и начинают делиться своим мнением на тему культуры.
Я эту новость не выписывал, но как подорвало жопы то, что есть такая игра, для тех, кто не в курсе, одна из таких древних стратегий, Sid Meier цивилизация, да. Это первая стратегия, в которую я поиграл, была пятая цивилизация. Ну, когда тебе 14-13 лет или там 15, игра прикольная. Но сейчас, типа, это вообще полный кал. Я в такое играть уже не стал. Я последнюю цивилизацию видел шестую, и это прям, ну, охуенные помои. Такое чувство, будто бы их делает компания Ubisoft. Ну, в общем, да, и вышла вроде как седьмая часть этой игры, где добавили Россию и сделали там то ли перк, то ли что-то, короче, культура. Какой разрыв очка был там. Останний капиталист, да, ну, расстроен, что там не добавили возможность там отхуярить мать, например. Написал тоже пост, что, блядь, покуда можно это терпеть, как вы могли. Ну, в общем, да, это на тему культуры, короче, и такой меншовартості, да? У Верховній Раді стало більше прогульників та депутатів, які присутні в залі, але не голосують. Продуктивність роботи знизилась у 60% народних обранців. Про це йдеться у дослідженні Vox Україна. Vox Check. Да, похуй на них. Ділюсь з вами цікавою новиною. Один кум-юрист розказав забавну цікавість закону про оновлення даних. Каже, що якщо відсидітись і не проплатити штраф до 18 липня, то штраф накласти не зможуть. Типу, скоріш за все, дані все одно будуть оновлені невчасно. Но копійку з тебе не стягнуть, хіба поміняють закон і продовжать це. Ну, це вряд ли, бо це хуйня, за яку треба в Раді голосувати. Да, думаю, проголосують за нехуй. Это типа, я вообще людина по морському праву, і мені на все похуй. Треба і похвалити. Бачив, що Україна зайняла 31 місце у рейтингу країн світу по розміру жіночі груди. Я ще чув, що ми Росію випередили по розміру пенісу. І це все завдяки одній Мар'яні Володимирівні. Я думаю, що і по пенісам ми випередили тільки завдяки Мар'яні Володимирівні. До речі, я думаю, відсутність цих всіх пошлін раніше це баг і не фіча. Навірно. У нас неймовірно дешева техніка, нова з магазу в порівнянні з ЄС. Тим самим, якщо нам путь в ЄС, в нас не може бути iPhone стоїть 40% дешевше, бо європейці будуть знову нити. А я от насчет iPhone не знаю, стоит ли он реально дешевле в Украине, чем на Западе, я не уверен в этом. Но ты прав в плане остального сервиса, и вот большой еврооптимист, Горит Свит, YouTube канал, да, телеграм-канал записки державного эксперта, но мы должны понимать ангажированность мнения, типа это вроде студент Могилянки условно. Ну, то есть мы представляем портрет такого, он еще и чиновник. Но суть в чем, да, что вот он говорит, что хороший сервис, то есть комфортная жизнь, да, это вообще черта отсталых экономик, отсталых стран. Ну, я его перефразирую, но суть такая, да, что хорошая страна, ну, в его понимании, наверное, хорошая, в смысле, социально защищены люди, там, работники и так далее, это вещи, несовместимые с хорошим сервисом, да. И вот тут задумываешься, да, мне, например, такая хорошая страна нахуй не нужна. Для меня хорошая страна, похуй, пусть будет все разъебано, там улицы, хуюлицы. Хотя, я думаю, есть ключ к разрешению этого вопроса, мне кажется, да, и не стоит стесняться искать третий путь. Но, тем не менее, да, мне, если уж нас ставят в такую ложную дихотомию, да, ложные выборы, то я бы, наверное, выбрал все-таки сервис хороший. Да, ну, в общем, как было раньше в Украине. Хуй с ним, но хотя бы ты там можешь что-то заказать, оно приедет. Ты можешь поехать куда-то, ты поедешь. Ну, в общем, чтобы жить комфортно было, да. Потому что мне не особо нравится то европейское, да, жалобы на плохой сервис, но там хорошая дорога, условно говоря. Социально защищенный бариста. Да мне похуй на этого баристу, это раз. Да, да. Расходится, в общем, с моими ценностями. Ну и главное, что есть подозрение, вполне вероятное, Украина их много раз подтверждала, что типа часть сделки этой, да, будет выполнена, то есть рынок услуг будет под ударом, не то что уничтожен, пострадает, услуги деградируют, но часть сделки Б с их стороны выполнена не будет, эти деньги не будут потрачены на что-то полезное, и там наш работник не станет более защищен и так далее социально. Такая думка, да. Так, это на тему того, що не баха фіча. Так, то ти, наверное, прав, конечно. А це правда, що в Гренландії дівки наліво і направо дають всім приїжджим? Там что было про болезни, которые можно там получить, было в начале 20 века от инуитов. Видел пирамиду из прочел пирамиду из матросов. Из матрасов видел, да. Покажи себя. Именно оперная версия говновоза доказала, что робот может сочинить симфонию. Ну да. Интересно, что Борцунов с Сывой не смущает, что это игра про империализм.
империалистическая гидра и нарушение территориальной целостности других государств. Ну, там можно и культурно ж вроде победить, я уже не помню. Ну и главное, что там не только империи есть, там и всякие, типа, неудачные страны тоже есть. Ну, я, честно говоря, о выходе этой сраной цивилизации только из таких комментариев и узнал, да. Типа, какой человек знает про выход цивилизации. Так в Дубае вроде хорошо, и там сервис нормальный. Да, в Дубае отлично там. Только смерти индусов никто не считает, да, вообще, а так то супер. Это первая, да, особенность. Ну а вторая, наверное, особенность, что Джохар Дудаев, как и ваш Азербайджан, страна во многом держится экономика ее на, скажем так, добыче природних ресурсів. Темпи прийняття законів області свобода слова, віросповідання та економічно і північно-корейці по закінченню допитів, якщо їх випустять на вулицю, то вони побачать різницю з рідним домом. Ти що, і псо тут розганяєш? Якщо Боба побриється і набере трицьки, то різниці буде не дуже багато. Кім, попу як у Кім. Чому Захід не може просто закрити рота та давати гроші? Ну, бо нахуй давати гроші. Их лучше потратить на что полезное. Насчет хорошей страны или сервиса соглы. Просто это люди не жили в Западной Европе и не кушали по КД. Опоздание поездов, почту, которая по КД теряет посылки и т.д. Я, как ухилянский эксперт, твердо и четко говорю, что в рот ебал кошерные условия работы вместо кошерного обслуживания. Ну да, это потому что мы не работаем баристами, хотя у многих был опыт работы какой-то рабской. Что у тебя со зрением? Давно приходится очки носить? Ну, где-то в году, может, 20-м. Я бы, наверное, их никогда не купил, но просто я ездил за рулем и жаловался, когда сумерки или ночь, что я плохо очень вижу за рулем. Я вижу мусор всякий, блядь, на лобовом стекле, но не вижу, что на дороге. А все остальные говорят, что видят хорошо, и сказали, что мне, наверное, нужно глаза проверить. Я проверил, и оказалось, что у меня на одном глазу -1, на втором -0,5. Ну, сейчас немного выросло. Отрицательно, да. Фух, блядь, вроде как был на последних твоих стримах, но вроде ведь вообще не говорили о лютом наскоке Маска на Европу. Ну да, но я даже не знаю, что тут скажешь, вроде все и так понятно. За не очень шарю, но Кент рассказывал, за Британию не очень шарю, но Кент рассказывал о том, что Маск там почти премьера свергает, а с Фараджем, да, Нейджел Фарадж, ну как-то так. Поссорился, но в немецкую предвыборку он, я просто не знаю, я эти темы не особо озвучиваю, потому что кому на них не похуй, но в немецкую предвыборку он подрубился вообще люто. Началось с твита АФД, жестко охуели, ну мы да, за этим следим. С этого и начали нализывать Илону, хотя он выступал против фабрики Теслы под Берлином раньше, лол. Потом одна из немецких крупнейших газет пригласила его написать колонку, он написал глубину экспертизы, ну да, потом он позвал, да, потом вообще провел голосовой стрим с формальным лидером АФД Вайдель. Послушал кринж абсолютный, говорит, будто глухой со слепым. Ну да, Маск особо не знает, что спрашивать. Вайдель хуёво говорит по-английски. Из основных перлов вспомнилось, Гитлер был коммунистом, а мы либертарианцы. И у нас тут в универах только гендер стадис учат. Ну да, что ты ожидал? Ну да, такая сейчас культура. Так он включился во внешнюю политику. Мне кажется, это, наверное, глупо довольно. Не знаю почему, правда, не могу объяснить. Ну, чуйка такая, что такая интервенция скорее им навредит, наверное, грубая, да. Ну, может, после воцарения Трампа она закончится. Может, они поссорятся, вот это тоже обычно в логике вещей, где-то через год, да. Я просто не знаю, что тут еще добавить. Ну да, вот так. И, ну да, вот так. Ну, тоже приятно смотреть, как корежит, да, европейцев. Даже многие ядерный электорат, да, АФД пригорели в Твиттере, писал, что без Хёкке никак его называют теневым фашистующим лидером. И типа она могла бы быть в либералах. Но несмотря на такой парад кринжа АФД с Нового года подросли на 2-3%. Как думаешь, этично ли себя так вести маску и какие перспективы могут быть у миллиардер за океаном сказал всяхнули? Ну, думаю, закончится плохо, а вот касательно этично ли себя вести, просто эти люди, они никогда же этично себя не вели, да, европейская мейнстримная политика. И понятно, что вот как уходит у них земля из-под ног, да, на фоне вот таких течений культурных, наверное, да, в Европе и мире, то они только наращивают репрессивное давление в первую очередь. Это честным назвать нельзя. И поэтому мне считаю этичным. Ну, наверное, это не очень красиво, но в целом заслужили. Ну, вот так. Ну, там какая-то мутная история Дмитрука, у него был свой личный батальон ТРО, и он держал какой-то район Одессы. Типа, в какой-то момент на их блокпост приехали какие-то СБУшники, их разоружили. По словам Дмитрука, как водится, это была провокация. После этого за ним приехали из Одесского СБУ, отбуцкали, записали видео с извинениями и выбросили на парковке ресторана.
Короче, не уверен до конца, что это какой-то продуманный план из центра, а не просто само собой получилось. Но я думаю, что и то, и то, и то, и то правда. И били, и пытки правда. И то, что он какое-то бандформирование сделал, тоже правда, думаю. Ну, вот так. Привет, Дионис, хороший контент. Спасибо, спасибо, пожилая Годзилла, Годза. Люди обижаються, если Годзу пускаю в записи. Як мені подобається, коли всі називають лідерку АФД-фашисткою, лесбуха, яка має партнерку зі Шрі-Ланки, як, наверное, і Мар'яна Безугла, да? І за ізоляціонізм. Ми живемо у суспільстві. Ну так оно і виглядить тепер, а ви що хотіли? Я про імперію ДНР, там же літій уже є, да? Там і літій, і тритій, і... Сьогодні за донат лачену квартиру розігрували. Ти запіти это ставь. Не лесплеєра, нумограй. Ну, нумограй малось на увазі. Я когда был у стоматолога в Германии, тот мне делал анестезию двухметровым шприцом, который, походу, из 18 столетия. Да, кстати, вот немного хорошая в Украине осталась стоматология. Ждите, вот в эти 2 года точно ликвидирован будет. При том, что это считается клиника для раб отяг среднего дохода. И после еще медсестра говорила, доктор Розенблат. Ну, у вас такого на Украине, конечно, нет. Хи-хи-хи, ха-ха-ха. Я поискал, что такие шприцы последний раз видел в 2000-х годах, когда в школу приходил на прививку от столбняка. Вот она охуела. Ну да, интересно, что вот у нас какая-то непропорциональная вещь. Наверное, хорошее образование, неплохое медицинское. И вот так сложившийся рынок подарил нам очень хорошую стоматологию, если не лучшую в мире вообще по цене-качеству соотношения. Мне просто там, это возвращаясь к той теме, в формулировках записок державного эксперта просто понравилось вот это хорошая страна, это типа і хороший сервіс вещі несовмістимі, ну ви ще не готові до цієї розмови. Ну да, короче. Слава богу. А выписывал, что Министерство культуры не может убрать экстрасенсов с телемарафона. Мне понравился комментарий Крокуса, я не знаю, забываю, как он здесь подписан, да, что дудка норм у экстрасенса, свисток норм. Нас готують завжди. Ну, наверное, плюс-минус такое будущее и будет в CUC, вряд ли что изменится в этом ключе. Когда там оно изменится в Европе, то нам еще ждать надо будет, мы же в последнем вагоне поезда. Под названием «Жизнь». Мені цікаво, якщо, наприклад, при завершенні переговорів Трампа і Путіна вийде так, що США погодяться підписати договір з Росією. Блять. Мені цікаво, якщо, наприклад, при завершенні переговорів Трампа і Путіна вийде так, що США погодяться підписати договір з Росією, от це, ну, вряд ли, согласись, де США, а де Росія. З Росією, що не буде погоджуватись при спробі іншими членами Альянсу прийняти чи запрошувати Україну в НАТО десь наступних років 20 чи 30. Ну, мені кажется, это невозможно, в этом сразу уязвимость, что США никогда не пойдут на такой договор. Даже непонятно, как это юридически оформить. То есть это обещание одного члена НАТО США ни в коем случае не одобрять решение. Все-таки НАТО юридически-то орган коллегиальный, да. США могут только за себя, наверное, пообещать. Либо это будет устное обещание, на що, наверное, уже Путін не поведеться. Да. Росію, що не буде погоджуватись при спробі іншими членами Альянсу прийняти чи запрошувати Україну в НАТО десь наступних 20 чи 30 років. Да. І ще й ратифікує цей договір у Конгресі. Що буде робити? І представити, що це в Конгресі ратифіцирують, взагалі невозможно. І ще й ратифікує цей договір у Конгресі. То що буде робити наша потужна дипломатична команда? Ну що, глотнет, що вона буде робити? Я бы на их месте переживал, как бы так не вышло, чтобы не пришлось нам вносить какие-то поправки в наши законы, и на нас не сбросили это, да, это более как-то выглядит, ну, все так же невероятно, да, но более, наверное, вероятно, чем то, что США что-то подпишут, правда. Хотя хуй его знает, сейчас все может быть. Просто это вижу как неравные какие-то весовые категории. Хорошо, а что делать с остальными странами, кроме Украины? Молдовой, там, Грузией. Я чомусь думав, що недавній скандал з переводом механіків повітряних сил, ну, перевод механіків, типа, що это RJ, да, механік, или как. З переводом механіків повітряних сил в піхоту, да, літак-двигун, да. Це медійне підґрунтя до знаття сирника. Пармезан з першого дня всіх, кого може, перекидує в піхоту. І от тільки зараз отакий розголос по всій телезі. Що думаєш про це? Буде перестановочка? Ні, я думаю, наверное, не буде, бо лоялен он, по всій видимости, офису, а это ключевое все-таки, правда. И, ну, не представляет опасности в будущем.
Я думаю, что просто реальность такая. Дефицит, ну, то есть все как есть, без хуйни. Дефицит людей переводят, люди переводиться не хотят. Бля, реально від ебаної стратегії згоріла жопа в людей. Главное, що хтось знає, що эта стратегія виходить. Типа, кому-то не похуй на этот уже давно, по-моему, забытый, да, цивилизацию. Хз, были ли вопросы об истории? Да были когда-то. Как тебе Скоропадский? Ну, как Скоропадский, как Скоропадский. Обеспечил работу военно-полевых судов немецких в Украине, которые судили громадян Украины, да, ну как, можно ли сказать громадян Украины, которые судили население Украины за то, что те не давали яйка млека. Ну, по-моему, сильно, да. Ну, как Скоропадский, да. Ну, типа норм, не норм, похуй. Наверное, похуй, это история уже, что тут сделаешь. А что приятного или вкусного ты чувствуешь, когда куришь? Если у тебя не будет сигарет неделю или месяц, ты сдохнешь или с ума сойдешь? Ну, будет хуёво. Чувствую я тоже, что ты, не знаю, когда после голода долгого ешь, или после жажды долго пьешь, или после бессонницы спишь. Ну, это же зависимость. Она какие-то похожие, наверное, там какие-то физиохимические процессы в мозгу происходят. Певчих внесли в миротворец, лол. Ну да, что ты хочешь, она имперская имперка. Как сказал этот самый, блядь, Лачен, который перед этим говорил, що Навальний вообще пиздатый, лучше Зеленского і Гітлера. Мені більше перевод механіків з повітряних сил ближче. Мені більше перевод механіків з ПС ближче до зниження до 18. Он людей вже наскільки не вистачає, ж треба спецов знімати. Забагато політруків на цю тему підняли. Галас, мабуть, да? Ну, президент же сказав, що не буде. Я думаю, що там похуй на політруків і все такое. Думаю, очень не хотят они этого решения, и кто реально их может на это вынудить, це тільки Захід. Отверпен пишет: «Са, козачек, когда самолеты? Я дурею от этой прикормки. Ты понял? К сожалению, я на Новый год растратил все деньги, а мне нужны деньги для того, чтобы купить трекер для головы. Необходимая вещь для самолетов. Так что будут самолеты, наверное, будут. Ну, в смысле, как я этот трекер или сделаю, или куплю. Я видел, продавался трек трек IR 5 на OLX, наверное, уже не продается. Ну, в общем, и при этом по какой-то еще, ну, адекватной цене по сравнению с тем, сколько новый стоит. Но, увы, ах. Вспомнил строчку песни про верблюда на горе. На горе стоит верблюд, его 4 і будь, да? Хороша пісня. Салют, якщо я знаю інгліш, був би у мене шанс в армії потрапити на щось не піхотичне. Може навчання на якусь натівську ЗРК or something. Вибачте, або щось інше. Ти, блядь, нашел кого спросить, это раз. Два, главное, подвязки. Если у тебя будут подвязки, то ты попадешь, даже не зная английский, даже и на украинском, если ты писать не умеешь, то попадешь куда надо, и на учение в НАТО, и все, что тебе там душе угодно. А если нет подвязок, можешь знать 3 языка, там к английскому еще французский и китайский, и это тебе никак не поможет. Не знаю. Я бы сказал тебе нихуя не делать, но если сильно ты собираешься что-то делать или чувствуешь какую-то угрозу, то шукай вакансии, а лучше знайомих шукай. Я бы на твоем месте, если ты знаешь English, попробовал бы что-то, блядь, инше, да? Может, у тебя образование есть высшее. В смысле, ну, такие кадры нужны иногда на работах, там, на службе государственной. А это большое преимущество, если ты знаешь английский твой. Конечно, оформят все в лучшем виде. Да, что ты спрашиваешь? Ты просто приди в военкомат, скажи, вот. Плотникова обсуждали про аристократию и плебс. Ну, Портников, во-первых, не обсуждали. Потому что видео заказали про это. Ну, вас это должно удивлять, я же говорю, мне кажется, он нормально нанюхивается перед этим. Вспомнил твои слова по поводу непотизма во властных кругах. В школе не особо ощущал этот социальный разрыв, но когда учился в универе, то был один штемп, который вместо рабочей крестьянской пирожковой у входа в универ выбирал именно сокар. Спрашивал его, почему ты ходишь туда, там же дорого. Он отвечал, еда там вкусная. Был вроде скромнягой, но ближе к 3-му курсу начал пользоваться положением. Штрафы, ДТП, разбитая машина. Один раз чуть не убил человека из приблотненной семьи. Его батя свел с кем-то похожими типами, типа Патрика Бэтмена в нашем горсовете. Сейчас, наверное, на бронированном крузаке катается в Нидерландах и поет «Я русский». Понятно, что это явление не искоренить, но возможно ли будет его преуменьшить до уровня ЕС? Да, наверное, когда-нибудь возможно. Просто вопрос инструментов, которые мы будем при этом использовать, да, и вопрос сберечь накопленное, да, в смысле проводить все это с накопительным эффектом. И нестабильная политика, нестабильная внешнеполитическая обстановка никак не может поспособствовать этому, да. Так преодолеть можно, конечно, можно. Путем разных инструментов.
У меня был штемп в группе Донецкий, вообще никогда не появлялся. Потом в конце года я смотрю оценки, там табеля вот эти, как, блядь, зачетки. Я там, ну, полное сосание, потому что у меня пиво раки. У него все проставлено везде, все, блядь, четко. Ну, классика, донецкая классика. Чем сейчас занимается, не знаю. Есть какие-то у нас и культурные особенности, да. Ну, это целый набор факторов. Го все вместе. В один момент в военкомат придем. Вот для нас и отдельную бригаду создадут. А это так же, как в один момент присоединиться к серверу через Хамачи. Работает как часы. Гениально, слушай, гениально. Хамачи, кто такую хуйню помнит еще? До питання хлопця вище. Я за освітою перекладач німецької. Як ви думаєте, наскільки це було цікаво фрау із ТЦК? Та людина вже пішла подавати документи. А, ні, він пише дяк-дяк. Я думаю, що якщо людина питає у людей на трансляції Twitch рандомних, що делать, то. Как на австрійський футбол? Фергі тайм. Фергі тайм. В Стімі найпопулярніша мова китайська. Найбільше аккаунтів з Китаю. Звісно, Wukong топ-1 в Стімі. Ха-ха. Наверно. Я считаю, заслуженно. То есть я тоже голосовал за него, но тут тоже, блядь. Я не играл во все остальные его конкуренты в этом голосовании. Хотя он получил и какую-то номинацию на уже на объективной оценке какой-то. Ну, как, насколько она может быть, да. Не просто по оценкам в Стиме, в смысле, как игра года. Но не помню в какой номинации, собственно. Що думаєш, чи вносить риторика Трампа щодо Гренландії розлад у коаліції країн НАТО? А куда им деваться? НАТО это специфічна вещь. Чи буде ідея приєднання Гренландії до США у головах звичайних людей тим самим, чим було приєднання Криму до РФ звичайних людей в Америці чи в Україні? Чи це стане навпаки прикладом того, як виглядає нормальне приєднання територій невоєнним шляхом? Ну вопрос как? Просто если будет референдум в Гренландии, да, естественно, к нему очень хуево отнесутся в Европе и Дании непосредственно, то это будет самая прямая просто параллель Донбассу. И это ухудшит наше положение определенно, да, в смысле аргументации. И если это будет референдум, на который они будут потом опираться как на волеизъявление народа, хотя я не ставлю равно между еще не произошедшим референдумом в Гренландии и референдумами на оккупированных территориях, да, наверняка те не будут похожи на те, что происходили здесь, да, не под дулами автоматов. То есть, наверное, это будут честные референдумы, но сам прецедент нам не на пользу пойдет. А как, будет это или нет, я слабо представляю, слабо вижу это возможным, честно говоря. Ну, бог его знает. Просто не представляю, как это реализовать. С учетом позиции, опять-таки, власти самой Гренландии. Блять, сколько я уже хуйни про эту, пацаны, Гренландию прочел, бля, я буду вареный. Так а в чем Портников не прав? По-моему, отличное время, чтобы стать аристократом. Идешь в армию, сбиваешь свою бригаду отвязных типов, возвращаешься в город, ставишь бизнесменов на счетчик, а полицейских и избушников в лес выводишь. По-моему, охуенно. Да, подрычи собаки, но он не это, немного не это имел в виду. Чего носит риторика Трампа? Да, касательно чи вносить риторика Трампа щодо Гренландии розлад у коалиции Украины-НАТО, ну они вообще там живут, скажем так, в таких пугалках, что он выйдет из НАТО, ну, на чем НАТО закончится как таковое. То думаю, это еще не так плохо. Опять-таки, деваться им некуда. Они все, ну, по сути, зависимы, конечно, в НАТО от США, потому что ключевая фигура, в смысле армейской мощности, да, мощности вооруженных сил, это, конечно, США там, то в этом смысле им нечего предложить. У меня коллега пошел по вакансии монтажер в бригаду, за монтажкой ни разу не сидел. Ну давайте не будемо і ПСО розповсюджувати. Спеціалісти потрібні, йдіть, не чекайте, поки вас схопить ТЦК, і вже ви з НС, да, з Дісни будете дзвонити, алло, там, Ваня, помоги, блядь, можна к тебе там это. Не чекайте цього, друзі. Не чекайте. Ідіть вже зараз. Армия как Дота. Задумка 5 ролей, реальность 5 керри. Понятно. Керри. Я знаю Джим Керри. Скорее пускай видос, чтобы забыть уже. Бля, чел, я так себя нагрузил, блядь, выйдет же кал. Но я работаю над этим. По-хорошему, надо сегодня стрим было никакой не делать, а заняться делами.
Он США 100% рано или поздно придет Гренландию. Там ресурсов на 10 триллионов баксов, не говоря уже об Арктике. Америка превыше всего. Можно продавить Гренландию, мне кажется, на эти ресурсы. Не надо нихуя придумывать велосипед никакой. Такое чувство, что, блядь, добывать ресурсы, навязывать какие-то торговые условия, получать выгоду можно только если ты вот стал, блядь, нахуй на этом карьере, условно, по добыче какого-то говна и стоишь на нем ногами. Если этого условия нет, все, блядь, никак не получится прибыль получить. Дело не в прибыли, дело в контроле. А люди такое любят. Деньги, пыть. Какая разница, миллиард у тебя или 100 миллиардов? А вот управление земным шаром, не, ну это понятно, но просто тут вопрос уже... Я с тобой согласен, этот фактор, безусловно, влияет, как и множество других. Но тут вопрос целесообразности, да, возможности. То есть, ну, рвать там жопу, совершать какие-то, блядь, международный переполох, международный скандал, кризис, возможно, ради утоления таких амбиций, да, но это, блядь, вряд ли кто-то на это пойдет. Опять-таки, как-то еще это нужно сдружить с американским парламентом. История ведь не закончилась. В моменте сложно представить, что через 100-200 лет границы могут измениться. Точно так же, как изменились за последние 200 лет. Не, ну так загадывать и прогнозировать, наверное, невозможно. Не то, что сложно. Может, завтра все в ядерном пепле исчезнет, да. Ну, а тут вот о ближайшем будущем. Насколько сейчас это вероятно и насколько это необходимо, чтобы там идти на какие-то серьезные меры. Ну, согласен, разговоры о независимости обнадеживают на перемены, но не то, что там это важно. Надо сказать, что в Гренландии находится база Талибана или исламского государства Ирака и Леванта. Ну и все, и будет Америка, да, нефть сказать, что там есть. Ну, нефть есть на Аляске, туда и можно возить будет. Может ли иметь место молодежь в Украине, которая имеет место? Может ли иметь, ну может иметь, а может и не иметь. Может ли иметь место молодежь в Украине, которая отличается от Полины Дрочилкина и же с ними, непромытая, которая хочет сделать Украину лучшим местом без втручания власти? Обычные типи и типицы. Ну вот ты обычный тип и типица, я обычный тип и типица. Ну значит можем иметь место. Вопрос того, насколько это можно защитить. Вопрос того, насколько это можно представить, в смысле представительской демократии, в смысле представить свои интересы, насколько можно, да. Так-то может иметь, а может и не иметь. Ну, уже имеем, да. Планируешь пилить ролики помимо следующего? Конечно, там, блядь, список роликов ебанутый, честно говоря. Чтоб без грантов, без притягивания к власти, а чисто на идее работать. Понимаешь, что сейчас деньги имеют огромное значение. Идея умерла. Не, ну идея важна как мотивация, но без бабок ты ничего не сделаешь, да? Ну, типа масштабная, потому что ну, нужно нанимать людей, за что ты их наймешь. Нужно иметь возможность себя защитить, пролоббировать свои интересы, кого-то купить. Без бабок ты никого не купишь. Так что тут вопрос, конечно, все равно консенсусов каких-то. Если вопрос заключается в том, что нужны ли, необходимы ли деньги, да, однозначно необходимы. Если вопрос в том, умерла ли идея, и типа надо она или не надо, не идея, тоже надо. Да, всі промиті, не тільки дудічі в твіттерах. Ну, мне кажется, кто-то больше, кто-то меньше. Ну просто що таке промиті? Промитих можна і в обратную сторону перепромить, не? Чого, що це, Капітан Блек? Ні, это, блядь, этот, граф. Эксперименты правил на свои козаки. Только что звонил кум и сказал по секрету, что прийти до конца дня в военкомат, то тебя отправят служить на флагман украинского флота Гетьман Сагайдачний. Пан CUC пише, мені особисто. А скільки ми з вами сидимо? Боже, час 16, на новини читати. Мені особисто похуй на подібного рода любителів певної музики на дорогих машинах. Ну, мені теж, типа, оно нічого не рішає, їх там какое-то опускання. Замість цього, і, ну, просто завість. Замість цього краще б держава давала нормально жити простим людям, як ми. Дивує буремна реакція людей на той випадок, де якісь мажори перекрили дорогу. Це ж Україна. Та-да. Ну, а що тут скажеш? Та-да. Могли б слушать патріотичну музику, збирати донати. Жили б как сыры в масле. Тотализаторы устраивать. Уже через несколько лет такой деятельности, года через 3, они бы имели реально политический потенциал. Возможен ли договорняк в этом году, по твоему мнению? Возможен. Чего нет? Ну, скажем так, я не могу подобрать аргументов, почему возможен. Ну, наверное, это не делает его невозможным, правда.
Не думал на самокрутки перейти. Да много об этом говорят, честно говоря. Не думал, очень неудобно их крутить. Ну, неудобно просто. Каждому свое. Они еще и такие тяжелые почему-то получаются. Вот я курил раньше. Прям мне так от них плохо было. Пока докуришь, уже сыней. Не сказать, что я там забивал как-то крепко. Еще ж табак запретили, что-то там. Хотя табак запрещают, и сигареты должны со вкусами запретить ароматизаторами. Но, блядь, их стало только больше. Капитан Блэк обычный пропал только со вкусами. Граф этот весь только со вкусами. Я был бы рад, если бы обычный был. Можно купить обычный без вкусов. Вы просто привели тоже в пример Полину Дрочилкину, да? Полина Дрочилкина, мне кажется, просто зарабатывает деньги, и все. Не самый удачный пример. А это бимба-гадалка, это жена Буданова. Ха-ха, очень смешно. Сейчас тотальная бимбозация идет, бимболизация. Было бы круто, если бы без угла бимбанулась, типа губище нахуярила. Представьте, это было бы охуенно. Зацікало, що скоро я за дилда Салика буду налог платить. Да, уже писали об этом. Ну, будешь, а куда денешься? Ты видел соцрекламу от СБУ? Я только о ней слышал, но я ее не видел. А что, типа, ее есть смысл там смотреть? Реклама как реклама. Ну, если вы за рекламу, где там про то, что детей покупают в интернете, чтобы они подожгли, что-то подорвали. Вы с Дилда, пожилая Годзилла пишет в чате на ютубе, вы с Дилда поаккуратнее, я в 19 геморрой заработал. То от сидіння із-за комп'ютерних ігор, думаю, Дилда не при чому. Про самокрутки говорять хіба що не курящі, які десь про них чули. Якби курили, то знали б, який це гемор, ці самокрутки. Можливо. Краще смачненькі одноразки цілий день сосати, знаєш, де отот китаєць, який всі їх на заводі пробують так. Бачив новий закон, що ЗМІ тепер мають видаляти негативні коментарі про чиновників під новинами. О, ти перекручуєш. Я сам особливо у текст закону не вчитувався, але звучить як чергова перемога свободи, слова, мудрого народу. Ну, як завжди, а що тут? У мене однокласниці приблизно як той китаєць, їх і смокчуть, ого. В мои времена такого не было. У тебя шторы обои не провонялись, у меня нет обоев. Да, может, и провонялись, похуй, честно говоря. Это как вот у меня друг, да. Раньше в Славуте мы все время курили, потом он пригнал евробляху, и мы в ней теперь не курим. Я не знаю, это полная хуйня, по-моєму. Да, друзі, фінансово підтримуйте. Дякую, що сьогодні прийшли. Радий був вас бачити. Спасибо всем, кто сегодня явился. Спасибо, друзья, за дискуссию в чате. Спасибо за ту там таку посильну фінансову підтримку. Бережіть себе, бережіть близьких. Цілую вас, бережіть близьких. Цілую вас в плечі, друзі, і до встречі після-завтра. Покеда, дорогие. Ой, няня Вика. Это же еще сейчас это все монтировать. Ой-ой-ой-ой-ой.